Сегодня я проснулась с удивительной мыслью. Я подумала, а ведь мы платим за все, что имеем в своей жизни. Каждый наш выбор, каждое решение имеет свою цену. И это касается не только денег, но и нашего времени, энергии, эмоций. Работая с людьми на сеансах, я часто слышу о их проблемах. И вот что интересно. Если у человека все плохо, то плохо буквально во всем. Как будто кто-то невидимый дергает за ниточки их жизни, превращая ее в танец неудач и разочарований. Я задумалась, а что же люди отдают за то, что называют неуспешной жизнью? Какую цену они платят за свои нереализованные мечты? За жизнь, которая кажется им серой и безрадостной? Представьте себе кошелек жизни. Только вместо купюр в нем находятся наши возможности, мечты, энергия. И вот что я заметила. Люди, считающие себя неуспешными, словно пробивают в этом кошельке дырки, через которые утекает все самое ценное. Назовем дырки порталами. По-моему, звучит лучше. По-итальянски лапорта — дверь. Портал — дверь куда-то. Первый портал — это энергия. Вместо того, чтобы направлять ее на развитие и рост, люди тратят ее на беспокойство о будущем, на сожаление о прошлом. Это как батарейка, которая постоянно разряжается, но никогда полностью не заряжается. Я вижу это в потухших глазах, в опущенных плечах, в тяжелых вздохах моих клиентов. Их жизненная сила утекает, как вода сквозь пальцы, оставляя после себя лишь усталость и апатию. Второй портал — это мечты. Сколько раз я слышала. А я вот всегда хотел, но так и не решился. Каждая несбывшаяся мечта — это частичка души, которую человек теряет. Это как коллекция нераспакованных подарков, которые постепенно покрываются пылью забвения. И чем дольше они остаются нераскрытыми, тем труднее становится поверить, что внутри действительно есть что-то ценное. Третий портал, пожалуй, самый болезненный — это здоровье. Стресс от неудовлетворенности жизнью, постоянное напряжение — все это отражается на нашем теле. Бессонница рисует темные круги под глазами, головные боли становятся постоянными спутниками, а сердце сжимается не от радости, а от тревоги. Я вижу, как мои клиенты машинально массируют височную зону, пытаясь унять очередной приступ мигрени, порожденный не физической болью, а душевной. Четвертый портал — это отношения. Когда человек недоволен собой, это неизбежно отражается на его общении с другими. Словно невидимая стена вырастает между ним и миром. Друзья постепенно отдаляются, семейные узы ослабевают, а новые знакомства кажутся чем-то пугающим и недостижимым. Сколько прекрасных связей разрушается из-за того, что мы не умеем ценить себя. И, наконец, пятый портал, возможно, самый коварный, — это время. Годы проходят, а человек все ждет подходящего момента, чтобы начать жить так, как мечтает. Но этот момент может никогда не наступить, если мы сами его не создадим. Время утекает незаметно, оставляя после себя горький осадок упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Знаете, что меня больше всего поражает? То, как люди привыкают к этой плате. Они считают, что так и должно быть, что это нормально — чувствовать себя несчастным, неуспешным, недостойным лучшего. Это похоже на удобные, но изношенные туфли. Они натирают и причиняют боль, но мы продолжаем их носить, потому что боимся примерить что-то новое. Но я верю, что каждый из нас заслуживает жизни, которой он будет доволен. Жизни, где он сам принимает решения и несет за них ответственность. Жизни, где есть место мечтам, радости и удовлетворению. Может быть, настоящая мудрость заключается не в том, чтобы избегать неудач, а в том, чтобы понять, что для нас действительно ценно, за что мы готовы бороться, несмотря на страх и неуверенность, что сделает нашу жизнь не просто успешной в глазах других, а наполненной и значимой для нас самих. Подумайте об этом,
Потому что, в конце концов, жизнь – это не контрольная работа, где нужно правильно ответить на вопросы. Это скорее искусство задавать правильные вопросы самому себе. И самый важный из них не «какую цену я плачу за неуспех», а «готов ли я заплатить цену за жизнь, которую действительно хочу». И знаете что? На этот вопрос нет универсального ответа. Нет эксперта, который мог бы ответить за вас. Нет книги, в которой была бы написана ваша истина. Этот ответ как отпечаток пальца, уникальный для каждого из нас. И найти его можете только вы сами, прислушиваясь к тихому голосу своего сердца в шуме повседневной суеты. Так что же такое успех? Может быть, это не отсутствие неудач, а способность подняться после падения. Не избегание трудностей, а умение превращать их в возможности. Не стремление к чужим идеалам, а верность своим собственным ценностям. В конце концов, может быть, настоящий успех – это способность закрыть те дыры в кошельке нашей жизни, через которые утекает самое ценное. И начать не просто существовать, а по-настоящему жить, наполняя каждый день смыслом и радостью, несмотря на все трудности и вызовы. Потому что жизнь – это не то, что с нами случается. Это то, что мы создаем своими решениями, своими действиями и своей готовностью платить цену за то, что действительно важно. Знаете, что меня всегда поражает в моей работе? Это калейдоскоп человеческих восприятий успеха. Представьте себе ярмарку, где каждый прилавок – это чья-то жизнь, а ценники на них – та самая плата за успех. И вот что интересно. Если у человека все хорошо, то хорошо буквально во всем. Но какую цену они платят за этот блеск и сияние? Давайте заглянем за кулисы этого грандиозного спектакля под названием «Успех» и посмотрим, какие невидимые нити приводят его в движение. Первая и, пожалуй, самая ценная валюта успеха – это время. Представьте себе песочные часы жизни, где каждая песчинка – это минута, час, день. Успешные люди, кажется, нашли способ ускорить падение этих песчинок, заполняя свои дни до краев. Я вижу это в глазах моих клиентов. Этот особый блеск, смесь усталости и триумфа. Рассветы, встречающие их еще за рабочим столом. Закаты, пропущенные за важными переговорами. Выходные превращаются в продолжение рабочей недели, а понятие отпуска становится почти мифическим. Время для них – это не просто ресурс. Это валюта, которую они инвестируют в свое будущее, порой забывая, что эти инвестиции невозвратны. В их мире 24 часа в сутках кажутся и благословением, и проклятием одновременно. И знаете, что самое удивительное? Многие из них говорят мне, что не заметили, как пролетели годы. Будто время ускользает сквозь пальцы, оставляя после себя достижения, награды и... Вопрос. А что дальше? Вторая валюта успеха – это здоровье. О, это разменная монета в системе достижений. Я часто вижу, как мои клиенты, сидя в моем кабинете, бессознательно массируют виски, пытаясь унять очередную головную боль. Их тела, как натянутые струны, вибрирующие от постоянного напряжения. Успех, кажется, питается их жизненной энергией, оставляя взамен темные круги под глазами и нервный тик. Они рассказывают мне о ночах, проведенных в обнимку с ноутбуком, о завтраках, состоящих из кофе и антацида, о том, как забывают дышать во время важных встреч. Их организм – это машина, работающая на пределе возможностей, где адреналин заменяет топливо, а стресс стал постоянным спутником. И знаете, что самое ироничное? Многие из них признаются мне шепотом, словно раскрывая великую тайну. Я достиг всего, о чем мечтал, но только сейчас понимаю ценность здорового тела и спокойного ума. Они смотрят на свои дорогие часы, считая не время, а удары сердца, пропущенные из-за стресса. Третья валюта – это комфорт и стабильность. Представьте себе уютное гнездо, свитое из привычек, рутин и предсказуемости.
Успешные люди не просто покидают это гнездо, они поджигают его, чтобы у них не было пути назад. Они меняют насиженные места на неизвестность, стабильную зарплату на рискованные инвестиции, проверенных партнеров на новые, непредсказуемые знакомства. Я слышу истории о бессонных ночах, когда сомнения грызут душу, словно голодные мыши. О моментах паники, когда земля уходит из-под ног, а новая опора еще не найдена. О том, как дрожат руки, подписывая документы, которые могут изменить всю жизнь. Но знаете, что самое удивительное? В этих историях всегда есть момент преображения, как будто, шагнув за грань комфорта, они обнаруживают в себе крылья. Идеи, которые раньше казались безумными, вдруг обретают плоть. Решения, которые пугали, становятся источником силы. И, наконец, последнее, но, возможно, самая тяжелая валюта успеха – это ответственность. Представьте себе невидимую корону, которая с каждым достижением становится все тяжелее. Я вижу, как она давит на плечи моих клиентов, как прибавляет седины их волосам и морщин их лицам. Чем выше ты поднимаешься, тем больше человеческих судеб оказывается в твоих руках, тем дальше разносится эхо твоих решений. Я слышу в их голосах трепет, когда они говорят о сотнях людей, чьи зарплаты зависят от их решений, о партнерах, доверивших им свои сбережения, о клиентах, чьи жизни могут измениться от качества их продукта. Но знаете, что самое поразительное? Эта ответственность не только давит, она преображает. Я вижу, как мои клиенты растут под ее весом, как их решения становятся взвешеннее, а взгляд глубже. Они учатся видеть мир в разноцветных оттенках, понимая, что каждое действие – это камешек, создающий волны в океане жизни. Так что же такое успех? Может быть, это и есть способность услышать этот голос и найти мужество следовать ему, невзирая на цену. Знаете, что меня всегда восхищает в человеческой природе? Наша способность посмотреть на себя со стороны. Словно мы можем на мгновение выйти из своего тела, подняться над суетой повседневности и увидеть панораму собственной жизни. Это как взобраться на вершину горы и окинуть взглядом долину своего существования. И в этом удивительном путешествии самопознания есть один инструмент, который я считаю просто волшебным. Практика – инструмент-колесо жизненного баланса. Представьте себе, что ваша жизнь – это не просто линейный путь от точки А к точке Б, а многомерное пространство, похожее на красочную карусель. Каждая лошадка на этой карусели – это отдельная сфера вашей жизни, со своими взлетами и падениями, своими красками и оттенками. И вот жизненное колесо позволяет нам остановить эту карусель на мгновение и внимательно рассмотреть каждую ее часть. Как же это сделать? О, это проще, чем может показаться на первый взгляд, но глубже, чем вы можете себе представить. Возьмите лист бумаги. Чистый, как новая страница жизни, которую вы готовы написать. Нарисуйте на нем большой круг. Это и есть ваша жизнь в ее целостности и полноте. Теперь разделите этот круг на 8 равных частей, словно разрезая пирог вашего существования. Каждый кусочек этого пирога – это отдельная сфера вашей жизни. Вот здесь сектор здоровья, там финансового благополучия, дальше отношений, карьеры, личностного роста, духовности, семьи, досуга. Назовите каждый сектор, дайте ему имя. Это как дать имя каждой лошадке на вашей жизненной карусели. А теперь давайте помечтаем. У каждого из нас есть представление о том, какой наша жизнь должна быть. Это как золотой стандарт, идеальная картинка, которую мы храним в тайных уголках души. Представьте, что эта идеальная жизнь – это число 10 для каждого сектора. Это вершина горы, на которую вы стремитесь подняться. И вот теперь наступает момент истины. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и прислушайтесь к тихому голосу внутри вас. Этот голос знает правду, он не умеет лгать.
Спросите его по очереди о каждом секторе вашей жизни. На каком уровне от 1 до 10 я сейчас нахожусь? Слушайте внимательно. Может быть, в сфере здоровья вы услышите твердое 7, а в отношениях – робкое 4. В карьере, возможно, прозвучит уверенное 8, а в духовном развитии – задумчивое 3. Отметьте эти числа в отрезке каждого сектора, не оценивая. Просто примите их как факт, как моментальный снимок вашей жизни. Когда все сектора получат свои числа, соедините эти точки линией. Что вы видите? Перед вами уникальный узор вашей жизни. Может быть, он похож на звезду с острыми лучами в одних областях и глубокими впадинами в других. Или на причудливый многоугольник с неровными краями. Это и есть карта вашей жизни на данный момент. Посмотрите на нее внимательно. Где колесо катится гладко, а где проваливается в ямы? Какие сферы требуют вашего внимания? Где вы уже близки к своему идеалу, а где еще предстоит долгий путь? Знаете, что самое удивительное в этой практике? Она не только показывает, где вы находитесь сейчас, но и открывает дорогу к тому, куда вы хотите прийти. Это как GPS вашей жизни, который не только определяет ваше текущее местоположение, но и помогает проложить маршрут к желаемой цели. И помните, жизнь – это не статичная картинка, а динамичный процесс. Ваше жизненное колесо будет меняться со временем, отражая ваш рост, ваши победы и вызовы. Возвращайтесь к этой практике регулярно, словно сверяя карту своего жизненного путешествия. Ведь в конце концов, разве не в этом заключается искусство жить? В умении видеть свою жизнь целиком, принимать ее такой, какая она есть сейчас, и в то же время с любовью и терпением направлять ее к той версии себя, о которой вы мечтаете. Так что возьмите в руки карандаш и нарисуйте свое жизненное колесо. Кто знает, может быть, этот простой круг на бумаге станет первым шагом к самым удивительным изменениям в вашей жизни. Знаете, что меня всегда вдохновляет в работе с людьми над их жизненным колесом? Тот момент озарения, который наступает, когда они впервые видят свою жизнь в таком необычном формате. Я вижу, как они смотрят на свое колесо, и в их глазах читается вопрос: «И куда такой многогранник уедет? На таком колесе далеко не уедешь». И знаете что? Они правы. На таком колесе действительно далеко не уедешь. Но в этом и кроется самая большая магия этой практики. Да, внутренняя часть колеса, этот причудливый многоугольник, показывает нам, сколько упущенных возможностей и энергии мы заплатили, чтобы соорудить свою жизнь вот такой, какая она есть сейчас. Это как счет, который нам предъявила жизнь за все наши решения, действия и бездействия. Но мое кредо – во всем видеть возможности и позитив. И вот здесь начинается самое интересное. Посмотрите на ту часть, которая осталась между многоугольником внутри и наружным кругом. Знаете, что это? Это не пустота, это не пробелы, это ваша энергия. Представьте себе, что ваша жизненная энергия – это яркое сияющее вещество, заполняющее пространство между тем, где вы сейчас, и тем, где вы хотите быть. Это ваш потенциал, ваши нераскрытые возможности, ваши будущие достижения. И вот что удивительно, стоит только начать думать об этом, как происходит настоящее чудо. Вы вдруг понимаете, а ведь моя энергия где-то есть, вот же она. Это как найти клад на карте своей жизни. Клад, о существовании которого вы всегда знали, но никогда не могли точно определить его местонахождение. Да, эта практика помогает визуализировать не только вашу текущую ситуацию, но и ваши возможности. Это не просто диагностический инструмент, это карта сокровищ вашей жизни. Каждый раз, когда я вижу, как загораются глаза человека, осознавшего этот факт, я чувствую, будто присутствую при рождении новой звезды. Потому что осознание своего потенциала – это и есть момент, когда в душе зажигается новый свет. И знаете, что самое прекрасное? Этот свет начинает менять форму вашего жизненного колеса. Сегодня оно может быть неровным, с глубокими впадинами
и острыми выступами. Но завтра, когда вы направите свою вновь обнаруженную энергию на те сферы, которые нуждаются в вашем внимании, колесо начнет выравниваться. Оно станет более круглым, более гладким, и однажды вы поймете, что ваша жизнь действительно покатилась вперед, легко, плавно, в том направлении, которое вы сами выбрали. Так что не бойтесь своего жизненного колеса, каким бы неровным оно ни было сейчас. Помните, каждая впадина – это не недостаток, а возможность. Каждый острый угол – это не проблема, а потенциал для роста. Ваше жизненное колесо – это не приговор, а приглашение. Приглашение в увлекательное путешествие самопознания и самосовершенствования. Путешествие, в котором каждый шаг приближает вас к той версии себя, о которой вы мечтаете. Так что возьмите карандаш, нарисуйте свое колесо и позвольте себе увидеть не только то, где вы сейчас, но и то, куда вы можете прийти. Потому что, в конце концов, жизнь — это не то, что с нами случилось, а то, что мы создаем каждый день, каждым своим выбором, каждым своим действием. И кто знает, может быть, именно сегодня, глядя на свое жизненное колесо, вы сделаете тот выбор, который изменит все. Выбор увидеть в себе не только настоящее, но и будущее. Выбор поверить в свою энергию и свой потенциал. Выбор начать двигаться вперед к той жизни, которую вы по-настоящему хотите прожить. Я считаю себя невероятно счастливым человеком. И знаете почему? Потому что я чувствую свою причастность к чему-то большему, чем просто работа. Я помогала и продолжаю помогать многим людям осознать их полную ответственность перед своей жизнью. И это не просто слова, это настоящее волшебство, которое разворачивается прямо перед моими глазами. Представьте себе, как будто вы смотрите на мир через запотевшее стекло. Все кажется размытым, нечетким, словно в тумане. И вдруг кто-то протирает это стекло, и мир предстает перед вами во всей своей яркости и красоте. Вот что происходит, когда люди начинают работать над собой, над своим жизненным колесом. Как же приятно наблюдать, как люди находят свои родственные души и строят истинно любовные отношения. После многих сеансов регрессивной терапии, коуч-сессий, вдруг как будто горизонт открывается в их жизни. И то, что казалось миражом, вдруг проявляется как фантастическая реальность. А знаете, в чем секрет этих удивительных трансформаций? Все это происходит благодаря тому, что человек начинает забирать свою энергию с тех дел, где он ее терял. Это как если бы вы годами поливали камни в надежде вырастить сад, а потом вдруг поняли, что нужно просто перенаправить воду на плодородную почву. Но здесь есть одна ловушка, о которой я всегда предупреждаю своих клиентов. Многие думают, что Вселенную можно обмануть и отхватить от жизни то, что тебе не принадлежит. Это как попытка украсть яблоки из чужого сада, вместо того, чтобы вырастить свой собственный. Например, вместо того, чтобы очистить свое сознание и научиться притягивать в свою жизнь родственные души, люди продают свою будущую встречу с родственной душой, будущее счастье, будущих детей, которые могли бы родиться в гармонии и любви от возлюбленных, с которыми они запланировали встретиться, чтобы создать пространство любви и гармонии. Они продают свою жизнь каждый раз, когда предают подруг и уводят их мужей, гадают на суженых, привораживают. И вся эта темная магия только отдаляет человека от его истинного счастья, успеха, от его альфа-пути. И так в любой сфере жизни. Это как пытаться заполнить дыры в своем жизненном колесе, вырезая куски из чужих колес. Да, может показаться, что это быстрое решение, но в долгосрочной перспективе оно только увеличивает дисбаланс. Я глубоко убеждена, что решить свои проблемы можно только единственным путем. Вернуть свою данную Вселенной чистоту, свой запас энергии оттуда, где она служит не вашим светлым целям, а наоборот, поддерживает и питает чужие темные дела. Представьте, что ваша энергия — это чистая родниковая вода.
Если вы направите ее в мутный пруд, она не очистит его, а лишь сама загрязнится. Но если вы найдете в себе силы остановить этот поток, очистить его и направить на полив своего собственного сада, вот тогда начнут происходить настоящие чудеса. И знаете, что самое удивительное? Когда вы начинаете жить в гармонии с собой и Вселенной, ваше жизненное колесо словно само собой начинает выравниваться. Те сферы, которые раньше казались безнадежно провисшими, вдруг начинают наполняться энергией и расти. Это как если бы вы долгое время пытались собрать пазл, используя детали из разных коробок. Конечно, картинка не складывалась. Но стоит начать использовать правильные детали, те, что предназначены именно для вашей уникальной картины жизни, и все встает на свои места. Поэтому, когда вы в следующий раз будете смотреть на свое жизненное колесо, помните, каждая впадина в нем – это не просто проблема, это приглашение. Приглашение вернуть свою энергию, очистить ее и направить на создание той жизни, которую вы действительно хотите прожить. И кто знает, может быть, именно в этот момент вы сделаете тот выбор, который изменит все. Выбор жить в гармонии с собой и миром. Выбор создавать, а не разрушать. Выбор любить и быть любимым по-настоящему. Потому что, в конце концов, наша жизнь – это не то, что мы у нее выторговали или отняли у других. Это то, что мы создали своими чистыми намерениями, своей любовью и своей энергией. И поверьте, когда вы начнете жить так, ваше жизненное колесо превратится в настоящее колесо фортуны, которое будет нести вас к новым высотам счастья и гармонии. Знаете, чем больше я работаю с колесом жизненного баланса, тем глубже понимаю, что этот инструмент раскрывает перед нами не просто состояние нашей жизни, но и глубокую тайну бытия. Это как если бы мы держали в руках не просто карту нашей жизни, а ключ к пониманию самой Вселенной. Представьте себе на минуту, что законы Вселенной – это не сухие формулы в учебнике физики, а живые, дышащие принципы, которые пронизывают каждый аспект нашего существования. Эти законы, или, как я их называю, коны Вселенной, незыблемы. Они подобны гигантским колоннам, поддерживающим здание мироздания. Их нельзя обхитрить, нельзя обойти, не получив при этом ответную реакцию, то, что многие называют кармой. Один из самых фундаментальных законов – это кон целостности пространства. Он говорит нам нечто удивительное. Мы совершенны изначально. Представьте себе, что каждый из нас – это семя, в котором уже заложено все необходимое для того, чтобы вырасти в прекрасное, уникальное дерево. В нас есть все, чтобы получить от жизни все, о чем мы мечтаем. Но как поверить в это, когда жизнь порой кажется несправедливой, когда обстоятельства словно ополчились против нас? В такие моменты я всегда вспоминаю историю Ника Вуйчича. Представьте себе человека, родившегося без рук и без ног. Казалось бы, сама судьба поставила перед ним непреодолимые преграды. Но Ник сумел доказать, что нет таких барьеров, которые не может преодолеть человеческий дух. Он стал миллионером и уважаемым тренером, коучем, написал множество книг, которые вдохновляют миллионы людей по всему миру. Он женился на красавице и родил здоровых детей, которые гордятся своим папой, таким непохожим на других. Ник сумел стать тем, кем он должен был стать по его миссии души, а не по тем обстоятельствам, которые были в его жизни. Это как если бы он взял свое колесо жизненного баланса и вместо того, чтобы сокрушаться о том, чего в нем не хватает, сосредоточился на тех сферах, где он мог расти и развиваться. Его история – это живое воплощение кона целостности пространства. Она показывает нам, что наша целостность, наша способность быть счастливыми и успешными не зависит от внешних обстоятельств. Она заложена в нас изначально как код в ДНК. И когда мы работаем с колесом жизненного баланса, мы на самом деле не исправляем себя. Мы раскрываем то, что уже есть внутри нас. Мы словно счищаем слои пыли с драгоценного камня, позволяя ему сиять во всей красе.
Каждый раз, когда вы смотрите на свое колесо жизненного баланса, помните, те пустоты, которые вы видите, это не недостатки, это пространство возможностей, это области, где ваша внутренняя сила и потенциал ждут своего часа, чтобы проявиться. И самое удивительное в этом то, что как только мы начинаем жить в согласии с этим пониманием, наше колесо жизненного баланса начинает меняться само собой. Те сферы, которые казались проблемными, вдруг начинают наполняться энергией и расти, потому что в конечном счете наша жизнь – это не борьба с обстоятельствами, это путешествие к нашей истинной целостной природе. И колесо жизненного баланса – это не просто инструмент для самоанализа, это компас, который ведет нас к нашей подлинной сути, к той версии нас самих, которая уже существует во Вселенной, совершенная, целостная и бесконечно сильная. Так что в следующий раз, когда вы будете рисовать свое колесо жизненного баланса, помните, вы не просто анализируете свою жизнь, вы прикасаетесь к тайнам Вселенной. И в этом прикосновении кроется возможность не просто изменить свою жизнь, но раскрыть свою истинную божественную природу. А теперь давайте поговорим о том, о чем многие боятся даже думать. О наших ошибках, о наших попытках обмануть Вселенную, о тех моментах, когда мы пытались сорвать банк, не делая ставок. Не надо печалиться, если вы пытались ограбить Вселенную, но оказалось, что ограбили себя. Хотели получить что-то, не прикладывая усилий, но получили откат. Это как пытаться обмануть гравитацию. Можно подпрыгнуть, но падение неизбежно. Гадания, эзотерические и магические действия – это не ключи от сокровищницы Вселенной. Наоборот, они расцениваются Вселенной как акт воровства, и тут же включается механизм равновесия. Представьте себе огромные космические весы. Когда вы пытаетесь получить что-то, не вложив соответствующие энергии, эти весы мгновенно приходят в движение, чтобы восстановить баланс. Иногда люди получают желаемое на короткое время. Это как фальшивая купюра. Можно ненадолго порадоваться богатству, но расплата неизбежна. А иногда получают такой откат равновесия, что сразу же осознают свои действия. Это как удар током. Больно, но заставляет мгновенно прозреть. Но знаете что? В этом и кроется хорошая новость. Мы все пришли в этот мир не умничать и не учиться на ошибках других. Какой-то врунишка придумал, что умные учатся на чужих ошибках. Нет, так не работает. Все учатся на собственных ошибках. Это как научиться ходить. Никто не может сделать это за вас, как бы ни старался. Итак, подведем итоги. Глядя на свое жизненное колесо, вы можете увидеть не только текущее состояние различных аспектов вашей жизни, но и результаты всех решений, которые вы принимали на своем пути. Каждая впадина, каждый дисбаланс – это не просто случайность, а следствие выборов, сделанных в прошлом. Но вот в чем сложность. Трудно построить что-то новое и прекрасное на неправильном фундаменте. Это как пытаться выпрямить уже погнутое деревцо. Процесс болезненный и не всегда эффективный. Наши прошлые решения, словно корни этого деревца, глубоко проникли в почву нашей жизни, питая все аспекты нашего существования. Что если бы существовал метод, позволяющий не просто подкорректировать отдельные аспекты, а начать жизнь с абсолютно чистого листа? Метод, который освободил бы нас от привязок к прошлому, от всех тех невидимых контрактов, которыми мы, сами того не осознавая, продали свою душу, то есть энергию нашего творческого потенциала. Представьте, что вы могли бы не просто увидеть эти решения, но и изменить их последствия, словно переписав сценарий своей жизни с самого начала. Секрет таится в нас самих, в удивительной способности человека перезаписать свою жизненную матрицу. Представьте, что ваша жизнь – это сложная компьютерная программа. Каждое решение, каждый опыт – это строчка кода в этой программе. Но что если бы вы могли войти в самое ядро этой программы и переписать некоторые ключевые строки?
К сожалению, многие из нас потеряли этот дар, способность к глубинному самоанализу и трансформации, которую древние называли телепатией. Мы растрачивали свои воплощения на борьбу с миражами, гоняясь за иллюзорными чужими целями и забывая о своей истинной природе. Но есть хорошая новость. Среди нас есть люди, которые сохранили этот уникальный дар телепатии. Они способны не только заглянуть в глубины собственного подсознания, но и помочь другим в этом удивительном путешествии самопознания. Теперь, когда вы видите всю картину, все взвесьте и примите решение. Что вы купите сейчас? Удачную, счастливую жизнь или оставите все как есть? Это как стоять перед прилавком в магазине жизни. На одной полке привычное, знакомое, пусть и не совсем удовлетворяющее вас существование. На другой – яркая, полная приключений и свершений жизнь, о которой вы всегда мечтали. Но помните, мы за все платим в равной мере. Пусть никто вас не обманет, что вести скучную и ленивую жизнь – это бесплатно. Мы платим одинаково за все. За каждый выбор, за каждое решение. Разница лишь в том, что получаем взамен. Представьте, что ваша жизненная энергия – это валюта. Вы можете потратить ее на то, чтобы лежать на диване и жаловаться на судьбу. Или вы можете инвестировать ее в свой рост, в достижение своих целей, в раскрытие своего потенциала. Цена одинакова, но результат, он разительно отличается. Мы можем рискнуть и остаться счастливыми навсегда. Это как прыжок с парашютом. Страшно? Безусловно. Рискованно? Может быть. Но какой восторг, какое чувство полета, какое ощущение жизни во всей ее полноте вы испытаете. Вы когда-нибудь задумывались, почему, несмотря на все ваши усилия, некоторые аспекты жизни остаются неизменными? Почему визуализации и аффирмации не приносят желаемого результата? Ответ прост. Вы используете не тот инструмент. Визуализация – это всего лишь способность рисовать картинки в своем воображении. Это как смотреть фильм, который вы сами придумали. Приятно, но не меняет реальность. Настоящая телепатия – это нечто совершенно иное. Это способность считывать информацию из объективной реальности, проникать в самую суть вашей жизненной матрицы и перезаписывать ее. Не путайте эти два инструмента, они дают совершенно разные результаты. Визуализация может вдохновить вас, но телепатия трансформирует вашу реальность. Визуализация работает с воображением, телепатия – с истинной информацией вашей души. Визуализация временно поднимает настроение, телепатия навсегда меняет вашу жизнь. По этой же причине вы не имеете результата, если заказываете сеансы регрессивного гипноза у визуализаторов. Я разработала уникальную авторскую методику системного подхода к трансформации личности. Она включает работу со всеми 6 измерениями вашей жизненной матрицы. Это не просто терапия, это полное обновление вашей сущности на всех уровнях. Готовы начать свое путешествие к истинной трансформации? Запишитесь на консультацию прямо сейчас и узнайте, как вы можете помочь себе. Помните, каждый день промедления – это еще один день жизни по старому сценарию.